Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и в этом видео я буду строить очень необычную машину. Это БРЭМ-1М, машина на базе танка Т-90, и она довольно сложная, редкая и необычная. Так что давайте вместе смотреть и строить. А это будет только первая часть, потому что эта машина будет у меня частью диорамы, и, соответственно, это будет несколько циклов видео про эту диораму. И это видео открывает этот цикл. Поехали. Итак, передо мной коробочка, и это очень массивная большая коробка. И здесь, как написано, более 1200 деталей. И это довольно много, честно говоря. Вообще, трумпетер я собираю не так часто. И это довольно сложный, интересный набор и приятный в работе. И БРЭМки – это тоже довольно редкий гость у моделистов, хотя, мне кажется, это наиболее интересная техника военная. Мне больше нравятся именно инженерные какие-то техники, понтоны, ремонтные такие башенные краны, нежели обыкновенные танки. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали. Тут, кстати, так как это кран, тут есть и довольно много, как правильно сказать, такелаж, наверное, свойственной строительной техники, ну и ремонтной тоже. Интересно, как это решил трумпетер, как будет собираться данная стрела. Ведь я несколько раз сталкивалась со строительными стрелами, с тем же ГЯ, ЗИЛ-133 ГЯ, а также у меня был КРАС на сборке, тоже с большим разнообразием разнообразного такелажа. Так что посмотрим, как это реализовал трумпетер. А внутри у нас довольно много деталей, что неудивительно. Инструкция. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Инструкция, как всегда, я думаю, понятная. Книжечка. И кстати, не так уж много шагов. Давайте посмотрим как раз-таки такелаж. Видите, тут цветом показано, как нужно правильно вить виточки. И очень интересно, что они показали в разрезе намного понятнее, чем это делает АВД. Так, дальше у нас окраска. И трумпетер нам предлагает довольно много вариантов. Ну, соответственно, классический вариант, просто зеленый. И также два варианта в камуфляже. И тут также показано два камуфляжа. Нам предлагают сделать обычный российский камуфляж и также вот такого вот светло-коричневого цвета, видимо, для пустынных местностей. Дальше у нас небольшая рекламка. Как же они любят рекламировать свои переносные контейнеры с пусковыми установками. Это у меня уже не первая реклама именно этого набора от трумпетера. Очень много траков. Наверное, больше половины из того, что тут посчитано в деталях, это траки. Траки, они наборные, довольно крупные детали. Даже тут есть пупырка, что бывает довольно редко. Но, кстати, на самом деле могло бы деталей быть побольше. Из дополнений тут стальной трос. Именно это лебедка или такелаж. Есть резиновые уплотнители. Я так понимаю, что можно будет сделать подвижные колеса благодаря ним. Так, ну,
какие-то детали. Разный цвет пластика, кстати, есть светло-серый, есть какой-то желтовато-серый. Гребни гусениц. Прозрачные детали, довольно их много. Такая небольшая планочка с разнообразными решеточками из фототравления. И декали. Декаль не богатая, здесь просто цифры и предупреждающая надпись «Не стой под грузом». И несколько гвардейских значков. Собственно, приступаем к сборке. Я давно хотела построить модель такой машины, и тем более мне удалось несколько раз их увидеть вживую. Например, такие машины участвуют в организации Парада Победы и подстраховывают машины из основной колонны. И, кстати, на моем канале Даша Техник есть 2 видео с разных репетиций парада. Если вам YouTube недоступен, то ищите это видео у меня на Дзен, ВК или Рутюбе. Ссылочки будут в описании. В общем, смотрите, где удобно. Также коллекцию Брэмов разного калибра можно регулярно увидеть в экспозиции Форум Армия. У меня есть 2 видео с разных выставок в разные годы ее проведения. Из интересного, помимо Брэм-1, там можно было увидеть и эвакуационную машину на платформе Армата, Брэм для колесных БТР и Брэм для боевых машин пехоты. Так что подробное видео с обзором этой техники есть на моих каналах. Смотрите, где удобно. А бронированную машину наших оппонентов М-88 можно было разглядеть на выставке трофейного вооружения на Поклонной горе в прошлом году. И вы не поверите, об этой выставке у меня тоже есть видео. Так что после просмотра этого видео очень рекомендую погрузиться в тему бронированных эвакуационных машин при помощи моих видео. Ну а что касается этой модели, то это типичный тромпетер, и в целом это неплохая модель. Адекватная стыкуемость, да и особых альтернатив этому набору в 35-м масштабе нет. Так что радуемся тому, что есть. А эту модель даже можно рекомендовать и новичкам. Она несложная, как это может показаться на первый взгляд. Самая сложная часть сборки – это укладывание троса подъемного крана. И в теории этот элемент модели даже можно сделать подвижным. Но я это делать не буду, так как эта модель будет у меня одним из участников диорамы, где она будет тащить другую боевую машину без использования крана. Помните русскую поговорку «Чем круче джип, тем дальше идти за трактором». А теперь представьте, что на месте этого джипа танк массой под 50 тонн, застрявший в трясине или болоте по самую башню. Куда идти? Правильно, в ремонтную роту. Там можно арендовать бронированную ремонтно-эвакуационную машину Брэм или же в простонародье Брэмко. В современных условиях боевой обстановки от своевременной эвакуации с поля боя поврежденных боевых машин, быстрого их восстановления и возвращения в строй зависит успех проводимых войсками операций. И в связи с этим решающим фактором выступает время. Для его экономии одним из основных правил организации ремонта бронетанкового вооружения и военной техники в боевой обстановке заключается в проведении ее ремонта непосредственно в районах выхода из строя, в ближайших укрытиях или же на сборных пунктах поврежденных машин. Восстановленная техника немедленно возвращается в боевые порядки. Здесь немаловажным фактором успешного восстановления является эвакуация поврежденной техники из-под огня противника и своевременная передача их ремонтным органам. Для решения этих задач и разработаны бронированно-ремонтно-эвакуационные машины, или в сокращении БРЭМ. В послевоенное время в СССР для решения этих задач использовались бронированные тягачи типа БТС-2, БТС-4, созданные на базе танков Т-54-55 и Т-62. Эти машины способны были решать определенные задачи танкотехнического обеспечения, но не все. И в середине 70-х годов на вооружение советской, а затем и российской армии стали поступать БРЭМ, созданные на шасси современных основных танков, отвечающие требованиям времени. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 «Лебедка» была разработана конструкторами Омского КБ транспортного машиностроения на базе танка Т-72. Машина разрабатывалась в рамках отработки опытно-конструкторских работ. После проведения цикла испытаний в 1975 году под наименованием БРЭМ-1 машина была принята на вооружение. БРЭМ-1 предназначена для эвакуации неисправных и поврежденных танков из-под огня противника на сборные пункты поврежденных машин или же в укрытие, оказания помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании машин в полевых условиях, обеспечению работ по поддержанию вооружений и военной техники в постоянной технической готовности к ведению боя. Кроме того, БРЭМ-1 применяется для
технического сопровождения форсирования войсками водных преград, а также в составе технического замыкания танковых колонн на марше. В состав экипажа БРЭМ-1 входит командир машины, механик-водитель и сцепщик-такелажник, рабочие места которых оборудованы индивидуальными люками, а на люке командира машины оборудована открытая автономная зенитно-пулеметная установка с зенитным пулеметом с ручным наведением. После сборки я загрунтовала модель и нанесла желтый цвет. Машина у меня будет в трехцветном камуфляже. Поверх желтого цвета я нанесу субстанцию от фирмы Machete для оформления камуфляжа. Далее я нанесла черный цвет возле желтых пятен и задула модель уже в основной цвет, спрятав перед этим черный цвет тоже этой маской. Защищенность БРЭМ-1 находится на уровне защищенности танка Т-72, что позволяет применять машину непосредственно на поле боя. Для маскировки участка местности, где проводится эвакуация поврежденной машины, при помощи термодымовой аппаратуры или системы пуска дымовых гранат туча устанавливается дымовая завеса. Специальное оборудование БРЭМ-1 позволяет решать следующие задачи: поддержание танков и машин на их базе в постоянной технической готовности, эвакуацию застрявших или поврежденных танков и машин на их базе, а также затонувших машин, в том числе под огнем противника, оказание помощи экипажам в проведении технического обслуживания, проведение демонтажно-монтажных работ по замене основных сборочных единиц на танках, выполнение сварочных и режущих работ, транспортировать запасные части, агрегаты и материалы массой до 1,5 тонн на грузовой платформе, также проводить расчистку завалов и проведение земляных работ по оборудованию окопов и укрытий и буксирование поврежденных и неисправных танков, в том числе через глубокие броды до 5 метров, и также осуществлять ремонт основных систем поврежденных машин в районе боевых действий. Для вытаскивания машин при средних и тяжелых застреваниях, а также для самовытаскивания БРЭМ-1 оборудована тягловой лебедкой с максимальным усилием в 25 тонн и длиной троса в 200 метров, а также комплектом полиспастов. В носовой части корпуса машины установлен сошник-бульдозер. В составе оборудования БРЭМ-1 имеется также вспомогательная лебедка с тягловым усилием в 580 кг и рабочей длиной троса в 425 метров. Ну а далее, после того, как я убрала всю эту субстанцию, мне предстоит поработать руками. Мне надо окрасить резиновые бандажи катков и сами гусеницы. Я решила красить гусеницы в сборе, так как они собираются в неподвижную ленту, и потом собирать окрашенные траки это довольно сложно. Также мне надо окрасить и такелажные блоки и сделать бульдозерный отвал немного потертым. БРЭМ-1 обеспечивает буксирование поврежденных машин в различных дорожных условиях на буксируемых тросах или же на полужесткой буксируемой сцепке с внутренней амортизацией. На левом борту корпуса машины установлен стреловой кран грузоподъемностью в 12 тонн. При дооборудовании крана полиспастом его грузоподъемность возрастает до 19 тонн. Вылет стрелы и оси вращения крана достигает 4 метра 40 сантиметров. Высота подъема крюка над грунтом составляет 5 метров 6 сантиметров. Для вождения под водой в комплект оборудования БРЭМ-1 входит труба ЛАЗ и оборудование подводного вождения, обеспечивающее преодоление водных преград по дну, а также покинуть машину без затопления в аварийных ситуациях. Толчком к дальнейшему совершенствованию БРЭМ-1 послужили возрастающие требования к техническим возможностям ремонтных средств, необходимость унификации боевой и вспомогательной бронетанковой техники, и в 90-х годах прошлого века ведущие российские КБ приступили к созданию усовершенствованных ремонтно-эвакуационных машин. Машина у меня боевая, и на ней надо рисовать сколы камуфляжа. У машины референса нет ржавых сколов, но камуфляж за время боевых действий немножко обтерся. Да и реальный прототип этой машины сейчас работает в Курском приграничье. Я надеюсь, что эта модель также станет талисманом своего прототипа, как и другие мои работы. Маслом я придам большего разнообразия цвета модели и сделаю границы камуфляжа не такими визуально выпуклыми. И в конце 90-х прошлого века ведущие российские КБ приступили к созданию усовершенствованных ремонтно-эвакуационных машин. И в период с 1998 года по 2002 коллектив Уральского КБ транспортного машиностроения под руководством главного конструктора Владимира Боткина в инициативном порядке провели опытно-конструкторские работы по модернизации БРЭМ-1. И по результатам выполненных работ была принята на вооружение бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М.
В ходе модернизации на машине были заменены силовая установка и трансмиссия, улучшено устройство отбора мощности. На машину установили 1000-сильный дизельный двигатель B92S2. Был установлен кран, была повышена его грузоподъемность до 25 тонн, и также была увеличена длина грузоподъемной стрелы до 5 метров и 30 сантиметров. Это машина времен современных боевых действий, и такие Бремы имеют характерные мангалы, они же противодронные экраны. Причем в процессе службы я заметила, что у одной и той же машины эти экраны могут видоизменяться, и я на модели сделаю некоторый усредненный вариант этого экрана. Вначале я размещу стойки на броне, я сделала их из обычных скрепок, а поверх них потом натяну фрагмент из старой губки для душа, и визуально это выглядит то ли как маска-сеть, то ли как сетка рабица. Сухой металлической кистью я сделаю сколы брони до голого металла и завершу образ козырька навесом, который я сделала из жести от банки с газировкой. И вот такой Брэм у меня получился. И, как полагается современным машинам, у него есть козырек. Конечно, он еще не совсем закончен, не хватает пыли, но вы это увидите в следующей серии. Надеюсь, это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока.